Димка мчался по лесу так быстро, как никогда раньше. Конечно, он был бы рад бежать без оглядки, но ему приходилось оглядываться, чтобы понять, как далеко его гонители. Свора волков неуклонно приближалась. Может, конечно, не совсем и свора, но 3 или 4 волков он уж видел точно. Невольная встреча обернулась гонение. Да что там гонение, на него открыли настоящую охоту. 2 здоровущих волка обходили его справа и слева. Ружья у парнишки с собой не было, но на счастливую случайность он заприметил большое, развесистое дерево. Добежав до него и не помня себя от страха, вмиг забрался по ветвям. Волки прыгали с твердым намерением достать свою добычу, но лазить по деревьям они на счастье не умеют. Димка сидел верхом на ветке и смотрел на зверье. Была зима, и сидеть без движения становилось очень зябко. Дул сильный ветер, и паренек едва удерживался на ветке. Все время застывали руки. Рукавички Димка потерял, когда бежал от своры волков. Их действительно было 4. Они ходили внизу, поглядывали наверх и не собирались покидать свой обед. Кажется, волки прекрасно понимали, что рано или поздно человек упадет с дерева, и тогда ужин будет, что надо. Зверюги разрыли лапами снег и вытоптали себе лежанку. Они явно собирались тут обосноваться надолго. Димка понимал, что спасти его может только чудо. Кричать и звать на помощь было практически бесполезно. Они находились в нескольких километрах от деревни. Даже если он будет очень сильно орать, его никто не услышит. Летом еще был шанс, что где-нибудь шастают грибники и ягодники, но зимой только ему окаянному в голову пришла мысль идти в лес за елкой, да еще и в такую даль. Можно подумать, ближе к дому елки-то не растут. Димка бранил самого себя за эти безумные приключения. Ему обязательно надо было сделать все по-настоящему, прочувствовать все на себе. Уж если в лес за елкой, то за несколько километров. А отец говорил ему: сруби любую за дорогой. Откуда маняша узнает, где она росла, эта елка? Маняша вообще болеет, и может и не до елок будет. Врачи поставили младшей Димкиной сестре Мане страшный диагноз – лейкемия. Они сказали, что девочка, возможно, не доживет и до Нового года. Мать постоянно рыдала. Отец ходил чернее тучи. Димка понял все по-своему. Он решил, что раз Манька не дотянет до Нового года, то он приведет Новый год до нее. Какая разница, что сейчас на дворе только начало ноября. Снег есть, маняша маленькая, и в числах она не разбирается. Скажем просто, что уже Новый год, предложил парень. Идея сына родителям понравилась, все стали готовиться к встрече праздника. Димка пообещал сестре самую большую и красивую елку прямо из сказочного леса. Ну вот как, он мог сходить за елкой через дорогу и сорвать любую, после таких обещаний сестре. Поэтому паренек пошел подальше в лес, чтобы все по-настоящему, чтобы все как он обещал маняшке. Димка не говорил никому, но он сказал сестре, что это будет самая волшебная елка в ее жизни, которая исполнит любое ее желание и даже, возможно, вылечит. Наверное, и Димке очень хотелось, чтобы было именно так. Вот поэтому он и не мог притащить любую елку за дорогой. А волшебные елки не растут где попало, их надо добывать. И вот теперь он сидит на ветке, как воробей, но только без варежек, еще и топор потерял. Вот тебе и добыл волшебную елочку. Парня стало невыносимо клонить в сон. Несколько раз он уже клевал носом и терял равновесие. Звери все сидели внизу и поглядывали на него. Странно было ощущать себя чьей-то едой, не страшно, а именно странно. Смеясь, Димка представлял себя на блюде с яблоками вокруг, но только волкам не нужны яблоки, они их не едят. Внизу что-то происходило. В сумерках было плохо видно, но Димка понял, что хищники, которые стерегли его, встопорщились и рычат. Из леса к ним подкрадывались другие волки, это были явно соперничающие стаи. Стало ясно, что сейчас будет драка за добычу, то есть за него. Диким воплем звери сцепились в бою. Вновь прибывших казалось больше, и они были сильнее. Та 4, что загнала Димку сюда, скуля ретировалась. Из последних сил паренек держался на ветке. Рук он уже не чувствовал. Последнее, что видел Димка, это был белоснежный волк, а может и седой совсем, который гордо вышел из чащи, задрал голову и издал гортанный вой.
Равновесие было уже совсем не удержать, да и парень не хотел уже сопротивляться. Он закрыл глаза и упал с дерева. Будь что будет, решил он и отключился, закрывая глаза. Димка видел только белоснежную морду перед собой. Боли не было. Странно, решил он, почему я не чувствую, как волки меня едят. Наверное, я так замерз, что просто не чувствую, как они меня уже жуют. Так, стоп, если я думаю, значит я еще живой, думал Димка. Он попробовал пошевелить руками и ногами, это не удалось, но парень понял, что они у него по крайней мере есть. Димка ощутил тепло и странный звериный запах. С большим усилием он открыл глаза. Было уже довольно лучисто. Со всех краев лежали волки. Прямо рядом с ним лежал тот самый белый волк. Димке показалось, что это волчица. Она посмотрела на парня, облизала ему лицо и встала. Тут же за ней встали остальные волки. Димка представить не мог, почему, за какие такие заслуги эти животные согревали его своим теплом всю ночь и не дали умереть. Когда волки ушли, Димка смог встать. Все тело болело, но он мог двигаться. На удивление, даже руки не отморозил. Тут же парень нашел свой топор. Странное дело, он помнил, как выронил его далеко от этого места. Неужели белая волчица принесла ему его топор? Может, она прочитала его мысли о том, что он хочет сделать благородный поступок для своей маленькой сестры. Все может быть. Никто, кроме самой волчицы, не сможет ответить на этот вопрос. Почему вдруг вторая стая оставила мальчику жизнь и спасла его от неминуемой гибели? Димка огляделся и увидел то, зачем он пришел в лес. Роскошная ель стояла неподалеку, как раз такая, как он себе представлял. Вот обрадуется Манька. Паренек срубил лесную красавицу и пошел домой. По дороге он представлял разговор с отцом по поводу того, где он пропадал всю эту ночь. Новогодний праздник в начале ноября удался на славу. Елка блистала огоньками, мама разложила под ней всякие подарки в красивой обертке. Комнату украсили снежинками. Когда папа на руках принес Маняшу в комнату, она просто ахнула. Девочка долго смотрела на такое новогоднее чудо. Соседа переодели в Деда Мороза. Он отнесся с пониманием к ситуации. В деревне все знали, что у Маховых дочка тяжело больна. Маняша радовалась всему происходящему. Она даже постояла немного у елки и прошла с Дедом Морозом вокруг нее. Все в этот день было для девочки. На утро следующего дня девочка проснулась с розовым румянцем на щеках. Она сама спрыгнула с кроватки, побежала к брату в комнату. «Димка, твоя елка и правда волшебная. Посмотри, как я выздоровела», – кричала на весь дом Маняшка. Родители ничего не могли понять. Они поверить не могли своим глазам. Они боялись вдруг проснуться и обнаружат, что это был сон. То ли вера Димки в свои обещания, то ли вера Маняшки в чудесную елку брата совершили чудо. Может быть, Димка действительно нашел единственную в мире волшебную елку, а может быть, тут поработала белая волчица. Маняшка стремительно шла на поправку. Врачи сказали, что кризис миновал и сейчас наступит период ремиссии. У детей такое бывает. Организм детей может преподнести сюрпризы. Дети способны перебороть даже самые тяжелые формы болезни. Иногда достаточно просто положительных эмоций, чтобы запустить механизм восстановления. Прошло несколько лет. Маняша пошла в 1 класс. Вся семья радовалась совершившемуся чуду. Но вдруг неожиданно девочке стало плохо прямо в школе. Увезли на скорой. Димка бросил все, схватил топор и побежал в лес за новой спасительной елкой. Елку он не нашел. Зато обнаружил ту самую белоснежную волчицу. Она попала в беду. Лапа застряла в капкане. В тот момент Димка все понял. Эта волчица была своего рода талисманом его сестры. Зверь посмотрел в глаза человеку, которого спас несколько лет назад. Она не проявляла никакой агрессии. Пришло время возвращать долги. Димка осторожно освободил ее лапу. Она лизнула его в лицо и скрылась в чаще, больше они не виделись. Вернувшись домой, Димка узнал, что Маньке стало лучше. Наутро она снова чудесным образом выздоровела. Больше болезнь к ней не возвращалась. Маняша закончила школу и даже вышла замуж. На удивление всей семьи, кроме Димки, Манька родила девочку, совершенно с белоснежными волосами.
Несмотря на то, что у мужчины тоже была своя семья, он всю жизнь опекал и оберегал сестренку, беспокоясь о ее здоровье. В сарае у него всегда наготове был наточенный топор, чтобы случись чего плохое с его сестрой, бежать в лес за спасительной, волшебной елкой. Сыновья Димки, в свою очередь, как рыцари, взяли под опеку белокурую, двоюродную сестру. Дети дружили, как родные. Кстати, традиция отмечать Новый год в первых числах ноября прижилась в этой семье. Вот такая добрая история, а вам спасибо, что дослушали до конца. Не забудьте подписаться и поставить лайк, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну и конечно же огромное вам спасибо за ваши лайки, теплые и душевные комментарии и подписки. Всего вам доброго!